Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Лечение холецистита народными средствами. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Холецистит – это распространенное заболевание, чаще всего возникающее у женской половины населения. Оно характеризуется приступами боли справа под ребрами, расстройствами работы желудочно-кишечного тракта и ухудшением общего состояния. Так как нелеченная патология может привести к тяжелым осложнениям, перфорация, образование абсцессов, перитонит, важно своевременно начинать терапию. Лечение холецистита народными средствами возможно только в комплексе с традиционными методами и под контролем врача. Наиболее эффективные методики для лечения холецистита. Специальная диета, настойки, отвары направлены на улучшение работы желчного пузыря и стимуляцию выведения желчи, что способствует очищению органа. Существует два типа холецистита. Алькулезный, с образованием конкрементов камней в пузыре, которые выводятся вместе с желчью. Некалькулезный – обычное воспаление стенок желчного. Людям с первым вариантом протекания болезни нужно быть особенно осторожными, используя народные средства, которые обладают желчегонным эффектом, поскольку камни больших размеров могут пойти с током желчи и повредить желчевыводящие протоки, вызвав приступ колики. Овощи и фрукты при холецистите. Желчный пузырь – это один из органов пищеварительной системы, поэтому, изменяя свой рацион, можно влиять на активность его работы. Чтобы не допустить воспаления, нужно употреблять продукты, которые стимулируют образование и выделение желчи. Кроме того, полезно есть овощи и фрукты с высоким содержанием витамина С. Это препятствует появлению конкрементов. Наиболее полезными являются следующие продукты: зелень, шпинат, петрушка, сельдерей, укроп, цитрусовые, лимон, грейпфрут, апельсин, свекла, капуста, особенно цветная. Отдельное внимание стоит уделить авокадо. В этом фрукте содержится много мононенасыщенных жиров, благодаря которым он позитивно влияет на желчевыделительную систему и помогает организму расщеплять лишний холестерин. Также питание при холецистите обязательно должно включать свежевыжатые соки, фруктовые и овощные, из свеклы, брусники, цитрусовых, капусты. Травяные сборы для лечения холецистита. Травяные сборы, которые используют для лечения холецистита, помогает снять приступы боли, борется с воспалением органа, стимулирует выработку желчи и ее выделение в желудочно-кишечный тракт. Перед началом приема нужно проконсультироваться с лечащим врачом и убедиться в отсутствии аллергии на компоненты сбора, а при ухудшении самочувствия прекратить нетрадиционное лечение. Травяные сборы. 2 ложки смеси сушеной эхиноцеи и смородины залить 2 стаканами кипятка. Дать постоять несколько часов, процедить. Употреблять по 50 мл перед едой. Смешать в равных пропорциях тысячелистник, полынь, листья березы и плоды можжевельника. Взять 10 грамм получившейся смеси, залить 200 мл кипятка, варить полчаса на малом огне. Отстаивать около 40 минут. Процедить. Пить по 1 стакану 2 раза в день. Взять по 2 большие ложки ромашки сушеной, бессмертника, мяты и почечного чая, который можно приобрести в аптеке. К ним добавить мыльнянки и шишек хмеля, каждого по 3 ложки, и хорошо перемешать. Для приготовления 1 литра лекарственного средства понадобится 3 большие ложки сбора, которые заливаются кипятком и настаиваются около суток. Принимает настой по 70-100 мл 4-6 раз в течение дня. Смешать мяту, полынь, зверобой и валериану в равных пропорциях. На стакан кипятка взять столовую ложку измельченной смеси, залить и подождать полного остывания. Употреблять по полстакана процеженного настоя трижды в день, за 15-20 минут до приема пищи. Народные рецепты лечебных настоек и отваров. Настойка – это особая форма лекарственного средства, которая готовится путем настаивания трав, фруктов, овощей со спиртом, водой или другими жидкостями. Правильно сделанная настойка проявляет стойкий терапевтический эффект, а корректное ее употребление приводит к значительному улучшению состояния организма. Настойки для лечения холецистита. Щепотку корней аира всыпать в 200 мл кипятка, дать постоять 20-40 минут, процедить. Употреблять по полстакана перед каждым приемом пищи, но не чаще, чем 4 раза в день.
Стакан натертого хрена залить 4 стаканами кипятка. После остывания поставить в холодильник на сутки. Выпивать 20 мл жидкости в подогретом виде прямо перед едой. Залить закипевшей водой полкилограмма овса. Выдержать 45-60 минут. Тщательно процедить. Принимать по 100 мл трижды в сутки. Несколько цветков, 10-15 штук, сассюреи залить 400 мл кипятка. Поставить на огонь, довести до кипения. Выдержать 15 минут, дать остыть. Затем поставить отстояться в темном месте на 24 часа. После чего процедить. Употреблять в подогретом виде по 3 столовые ложки 2-3 раза в день. Отвар – это средство, во время приготовления которого используется термическая обработка ингредиентов. Рецепты отваров. 20 грамм измельченных листьев аира забросить в 2 стакана холодной воды. Закипятить. На маленьком огне варить 10 минут. После чего остудить, дать постоять 10-15 минут, процедить. Употреблять по 2 чайные ложки перед каждым приемом пищи. 1 столовую ложку размельченного зверобоя залить 200 мл горячей воды. Прокипятить 15-20 минут, после чего дать настояться несколько часов, процедить. Принимать по трети стакана 2 раза в день за 5 минут до еды. По 1 чайной ложке листьев березы, ягод можжевельника и травы полыни залить 300 мл кипятка. Поставить вариться на самый маленький огонь. Подождать 25-30 минут, затем дать отвару остыть и тщательно его процедить. Принимать средство дважды в день за 20-30 минут до еды, желательно с утра и перед ужином. Желчегонные народные средства. Обычно народные рецепты, которые рекомендуют использовать при холецистите, обладают выраженным противовоспалительным действием и немного желчегонным эффектом. Их можно применять при любом виде холецистита. Существует ряд рецептов, к которым не рекомендуется прибегать в случае холецистита с большими конкрементами, поскольку у них ярко выраженный желчегонный эффект. В стакане теплой боржоми, негазированной, развести большую ложку сорбита. Быстро выпить и лечь на правый бок. Для улучшения эффекта к правому боку можно приложить грелку. Свежий сок редьки, который нужно употреблять по 200 мл в день. Чай на основе цикория с добавлением меда. Половину чайной ложки развести в стакане горячей воды, добавить меда по вкусу и не спеша выпить. Полезно часто употреблять в пищу масла, которые не подвергались термической обработке. Например, заправлять ими салаты. Это может быть подсолнечное, оливковое или любое другое растительное масло. Мед также обладает желчегонными свойствами, поэтому его можно добавлять в чай, отвары, настойки для достижения лучших результатов. Гимнастика для желчного пузыря. Правильно подобранный комплекс упражнений улучшает кровообращение в брюшной полости, способствует правильному размещению внутренних органов, положительно влияет на обмен веществ в мышцах, желчевыводящих проток и стабилизирует состояние нервной системы. Все это помогает в терапии и профилактике холецистита. Упражнение первое. Лечь на левый бок. Во время вдоха верхнюю руку прямой отвести назад. При выдохе поместить ее вдоль туловища. Упражнение второе. Встать на четвереньки. При вдохе поднять и вытянуть правую руку. При выдохе вернуть ее в первоначальное положение. Повторить движение левой рукой. Упражнение третье. Встать так, чтобы пятки соприкасались, а носки были слегка раздвинуты. Руки опустить вдоль тела. Медленно поднимая руки, вдохнуть. Задержать дыхание на 2-3 секунды. Опуская руки, выдохнуть. Упражнение четвертое. Встать, руки поставить на пояс. Втянуть живот и сделать глубокий вдох. Резко выдохнуть и расслабить живот, как будто пытаясь что-то с него вытолкнуть. Упражнение пятое. Сесть, ноги расставить по бокам стула. Попытаться дотянуться левой рукой к левой ноге, наклоняясь в сторону. Повторить с другой рукой. Упражнение шестое. Сесть ровно, поднять и вытянуть ногу вперед, затем согнуть ее и вернуть в первоначальную позицию. Заниматься гимнастикой разрешается только во время ремиссии болезни, когда нет острых клинических проявлений. Если во время упражнений появляется боль или дискомфорт, немедленно прекратить занятие и лечь отдохнуть. В противном случае может развиться желчная колика. Диета при холецистите. Диета при холецистите желчного пузыря направлена на стимуляцию выведения желчи и на защиту органа от перегрузок. Перечень продуктов зависит от стадии процесса – обострение или ремиссия. Диета во время ремиссии холецистита. Несколько основных правил помогут правильно питаться во время ремиссии и предотвратить развитие воспаления. Употреблять еду небольшими порциями, но часто. Это способствует полному опустошению желчного пузыря. Свести к минимуму количество соли. Ограничить сладкое и яйца. Следить за калорийностью продуктов. В сутки желательно употреблять не более 3000 килокалорий. Есть еду только в теплом виде. Пить много воды.
Когда происходит затихание воспаления, достаточно свести к минимуму употребление жирного мяса – утка, свинина, жареных блюд, газированной воды, алкоголя. Значительно уменьшить количество овощей и фруктов в сыром виде. Также нужно следить за полноценным поступлением в организм витаминов и микроэлементов. При необходимости прибегать к искусственным аналогам. Желательно добавить в рацион больше продуктов, содержащих литотропные вещества – сыр, бобы, капуста, шпинат. Диета при остром холецистите желчного пузыря. Во время острого холецистита диета предусматривает полное исключение тех продуктов, которые ограничивались в ремиссии. Алкоголь, яйца, сладкое, жареные и жирные блюда, газировка. Вся еда в этот период должна готовиться на пару. Полезно есть молочные и кисломолочные продукты, растительные масла, не сырые овощи. Разрешено нежирное мясо, крупы, исключением является пшено, хлеб, вегетарианские супы, бульон пить крайне нежелательно. Выходить из диеты и возвращаться к обычному питанию нужно осторожно, делая это постепенно. В тяжелых случаях, возможно, придется соблюдать диетические рекомендации в течение всей жизни. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.